Добрый день, уважаемые подписчики и подписчицы. В этом ролике мы с вами поговорим о том, как купить БУ iPhone. Так уж повелось, но техника Apple изначально дорогая и со временем совсем не торопится дешеветь. Но многие хотят попробовать эту технику из-за их качества, удобства iOS, дизайна. Попытаемся разобраться, как недорого и главное безопасно можно купить БУ iPhone. Зарубежные торговые площадки, такие как eBay и AliExpress, оставим на потом. В этом ролике речь пойдет только о наших местных торговых площадках. Итак, вы нашли объявление, которое вас устраивает. На что обратить внимание? Первое. Что узнать до встречи? Если iPhone iCloud Lock и продавец говорит, что забыл пароль, что в принципе одно и то же, этот iPhone не для вас. До тех пор, пока не снята блокировка, этим телефоном пользоваться невозможно вообще никак. Ни позвонить, ни фотографию сделать, вообще ничего. Для любителей спрашивать, что делать, если очень надо? Ответ – ничего. Без чека о покупке этот вид блокировки снять невозможно. При наличии чека возможно через поддержку Apple. Причем поддержка будет задавать массу вопросов о покупке и истории этого телефона. И они ответы на эти вопросы знают, а вы нет. Кроме того, это возможно краденый или найденный телефон. И настоящий владелец может вычислить местоположение этого iPhone. В общем, полный кирпич. Бонусом идут возможные проблемы. Единственное, на что такой телефон способен, это светить белым экраном и просить ввести данные владельца. Думаю, телефон вам нужен немного для другого. Лог на оператора нежелательно. Это значит, что телефон не будет работать с нашими сим-картами. Некоторые продавцы говорят, что с ними идет определенная прокладка, с которой он работает как Neverlock. Но велика вероятность, что после обновления ваш iPhone превратится в кирпич, требующий или официальной отвязки, или новой прокладки. На тему блокировок на операторов и способов разблокировки можно говорить долго. Не будем этого делать. Также нужно узнать о работоспособности устройства. Все ли работает? Если нет, то какие именно дефекты у данного устройства? Если денег совсем мало и вы готовы купить проблемный iPhone, скажу пару слов о частых поломках, как к ним относиться. Не работает Touch ID. Эта проблема не лечится ни за какие деньги. Не критично, если защита отпечатком пальца вам не нужна. Начиная с iPhone 6 со сломанным Touch ID вы не сможете активировать устройство. Никак. То есть в перспективе кирпич. Иногда перезагружается синим экраном. Эта проблема не лечится, и скоро телефон умрет совсем. Это проблема материнской платы. Телефон висит на шнурке, просит подключиться к iTunes. Тут как вам повезет. Возможно, спасет перепрошивка, а возможно и более грустные сценарии. Например, после прошивки можно обнаружить, что это iCloud Lock плюс синий экран. Я бы не советовал брать. Не включается. Я бы не советовал брать. Может быть копеечная поломка, шлейф кнопки блокировки. Но есть огромный риск, что это просто севший iCloud Lock. Разбит экран, не работает камера, хрипит динамик. Это все вам починят в более-менее нормальном сервисе. Вопрос только в деньгах. Крайне важно наличие коробки. Именно родной коробки с совпадающим имейлом. А лучшая коробка плюс чек о покупке. Напомню, что для того, чтобы узнать имейл телефона, нужно в номер набирателя набрать комбинацию звездочка, решетка, 06, решетка. Где встретиться? Время для встречи и место должны быть разумными. Если продавец говорит, что он работает допоздна, телефон у него дома и встретиться с вами он может только 10:30 вечера на заброшенной стройке возле кладбища, лучше сразу отказаться от такого предложения. Иначе возможна встреча с... вы понимаете. Лучше всего встречаться в людном месте, но и в разумное время. Очень желательно наличие Wi-Fi сети в месте встречи. Лучше всего кафе. Там, кстати, можно будет сразу и покупку обмыть. Что проверить при покупке? Не рекомендую спешить при покупке. Если при встрече продавец вас торопит, говорит, что очень спешит, откажитесь от покупки. С большой долей вероятности телефон еле живой, и продавец спешит получить деньги, пока тот не начал перезагружаться, дымиться и разваливаться у вас в руках. Я думаю, сейчас более 90% айфонов до 4S включительно были вскрыты. Зачем? Если для замены батареи, то все ок. Хотя, как вы можете узнать? Внимательно и неторопливо проверяем качество экрана. Не должно быть пятен, полос, точек неправильного цвета. Тачскрин должен отзываться четко и правильно. Проверяем работоспособность камеры, передней и задней. Проверяем Wi-Fi, GPS.
Обратите внимание, насколько сядет заряд аккумулятора за то время, что вы его проверяете. Скачайте и запустите тяжелую 3D-игру, а лучше Antutu Benchmark. Позвоните с вашей сим-карты, проверьте, как слышно вас и как слышно вам. Попросите продавца выйти из iCloud. Если продавец не помнит пароль, говорит, что он записан у него дома, он позвонит и скажет потом: отдайте телефон и предложите встретиться уже с паролем. Иначе с огромной долей вероятности потом, скорее всего, не наступит никогда. Вы станете счастливым обладателем iPhone iCloud Lock. После выхода из iCloud сделайте сброс и настройте устройство как новое. Обязательно обговорите условия манибэка. День-два. Если вдруг вы на что-то не обратили внимания и глюк обнаружили только дома, то произведите обмен назад. Если цена, результат проверки вас удовлетворяют, манибэк оговорен, продавец производит впечатление честного человека, поздравляю, можете обмениваться. На этом все. Всем спасибо за просмотр, всего вам хорошего, до скорых встреч, хороших покупок.